Этим летом Крит поразил туристов своими ценами на топливо. При этом Ренкар были удивлены, почему туристы не берут машины. Сейчас, к сожалению, Греция лидирует в топливном ралли. Сегодня объехал в Ретим 3 заправки. Все они оказались BP. И, как видим, с начала ноября бензин в Греции подорожал, в то время как его потребление снижается. Хотя на внутреннем нефтяном рынке утверждают, что с этой недели цены начнут падать. И вот уже конец недели, как видим, падение не слишком заметно. Первое место Греции по цене на бензин объясняется его высоким налогообложением. Налог составляет 54% от его конечной цены. Как видим, цена на топливо для отопления домов тоже выросла. Раньше эта соляра стоила до евро 0,80-0,90 центов. Сейчас, как видим, 1,3. Уже, как правило, с декабря чаще дожди и желательно топить. Вот такое еще интересное дерево на Крите увидел. Обычно у него ствол, видите, такой вьющийся. Видите, какой ствол? Заметил, листья вроде бы обычные, вот такие листья, но интересные плоды. Мне плоды напоминают крыжовник. Вот. И когда я тут за этим деревом находится небольшой сервис мотоцикла, я спрашиваю, знаете это дерево? Он говорит, нет, но вот эти плоды, это, говорит, как клей, кола, клей. Мне одна ученый-ботаник говорил, что все можно пробовать один раз. Охи? Дай попробую. Глико? Да. Глико. Сладко и вяжет рот. Необычное дерево кола. Попробовал, на вкус вяжет. Мужчина, который здесь работает в сервисе, сказал, что их есть нельзя. Ее использовали, разводили вместе с медом и клеили. В интернете нашел ассирийская слива. Хорошо растет Восточная Ливия и Сирия. Вот это дерево называется мушмула. Гуляя по Ретимно, неожиданно для себя отметил, что в ноябре цветет мушмула. Это самые ранние весенние плоды. По вкусу они кисло-сладкие. И мне напоминает что-то между грушей и яблоком. Сортов оливок много. Это один из столовых видов. Сегодня Греция отмечала День политехнии. Дети с детских садиков уже в Греции имеют опыт митинговать. Хлеба, образование, свободы. Хлеба, образование, свободы. В 1973 году с 14 по 17 ноября проходили студенческие протесты против бунта черных полковников. Началось все в Афинах. Студенты захватили политехнический институт, и мнения пошли по всей Греции. 28 человек митингующих было убито и 128 ранено.